Добрый день, уважаемые зрители и подписчики канала. В преддверии зимы еще раз о том, как правильно утеплять растения. Вопросы поступают, значит, нужно еще раз на этой теме остановиться. Постараюсь сегодня понятно это все изложить. И вот представьте себе, морозный день. Вы выходите на улицу, вы одеваете шубу. Для чего вы это делаете? Вам нужно любой ценой сохранить то тепло, которое вырабатывает ваш организм. Если вы снимете шубу в морозный день, вот это тепло очень будет быстро от вас отходить, организм будет переохлаждаться, скорее всего вы заболеете или того хуже. Поэтому мы одеваем шубу. Если взять эту шубу и одеть на фонарный столб, будет от этого какой-то толк? Никакого толка не будет. Температура под шубой на фонарном столбе будет точно такая же, как и снаружи. Почему? Да просто потому, что фонарный столб не выделяет тепла. Точно так же, как и наши растения. Они не производят тепло, они холодные. Поэтому, если вы эту шубу оденете на свое растение, точно так же внутри будет такой же мороз, такая же точно температура, как и снаружи. Вот такое укутывание, просто укутывание или обматывание стволиков чем-то, агроволокном, или как некоторые советуют обматывать стволики, покупать вот эту изоляцию, термоизоляцию для труб. Якобы это спасает от низкой температуры. Нет, не спасает. Вот эти все обматывания стволиков спасают от единственной вещи. От морозного и сушающего ветра. Вот сейчас те, кто обладают холодильником системы No Frost, наверняка меня поняли, о чем я. Вот в этих холодильниках системы No Frost постоянно циркулирует воздух. Ну, ветер, условно говоря, с низкой температурой. И продукты, которые хранятся в таких холодильниках, очень быстро высыхают, заветриваются. Поэтому их нужно тщательно упаковывать. Точно так же и с растениями. Обматывая стволики или помещая вот в эту теплоизоляцию строительную, мы просто защищаем их от морозного и сушающего ветра, но ни в коем случае от низкой температуры. А как же нужно защищать от низкой температуры? А для этого нужно помнить одну простую вещь. Источником тепла для наших растений в зимний период является земля. Какой бы мороз ни свирепствовал на улице, земля, даже промерзшая, все равно теплее, чем вот этот окружающий воздух. Поэтому что? Поэтому обязательно нужно укрывать растения с куском земли под этим растением. И чем шире вы укроете, чем больший кусок земли вы захватите, тем лучше. Вот почему, если растут рядом два растения, которые нужно утеплить на зиму, лучше закрывать не одно, а потом другое, а лучше укрыть их вместе, захватив вот то все пространство земли, которое находится под ними. Вот так вы сбережете по максимуму тепло возле своих растений. Ну а как же это сделать практически? Собственно говоря, существует два варианта утепления растений на зиму. Первый вариант, я вам его, кстати сказать, недавно показывал на примере инжира, когда мы растение пригибаем к земле и сверху укрываем. Помните, инжир я согнул в траншее, сверху положил двери старые и слой пенопласта. Отличное утепление. Кто-то снимает плетистые розы, утепляет, пригибая их к земле, кто-то виноград. Второй вариант – это устанавливать над растением каркас. Широкий, высокий, чтобы над растением существовал воздушный зазор. И обязательно широкий, чтобы, как я сказал, захватить большой кусок земли под ним. И уже этот каркас можно оборачивать агроволокном, использовать другие какие-то материалы, пенопласт, фанеру какую-то, ДСП. Самое главное – удержать тепло земли вот в этом объеме. Собираясь утеплять то или иное растение, нужно обязательно иметь в виду две важных вещи. Первое. До какой минимальной температуры зимой у вас может опуститься температура? Вторая вещь. Какая минимальная температура не погубит растение, которое вы собираетесь утеплять? Потому что никакое укрытие в принципе не гарантирует то, что растение останется живым. И вот использование определенных материалов может немножко эту проблему решить, а может и не решить. И вот тут, я сказал, надо вам обязательно эту тему изучать. То ли спрашивая кого-то опытного, то ли на собственном опыте, на собственных ошибках. Ну вот, к примеру, инжир, опять же. Я вам показал, как я его утеплил. Кто-то в комментариях написал, мол, чрезмерно. Ну вы знаете, мне от инжира нужен урожай. Мне нужно, чтобы он гарантированно перезимовал. Для инжира критичная температура минус 15 градусов. При минус 15 градусов у него полностью вымерзает надземная часть. А у нас в регионе температура опускается минус 20, а может быть даже и минус 22-23 градуса. Поэтому укрыл я его с запасом. Лучше перестараться, но зато получить осенью
любимый мой инжир, хороший урожай. А вот, скажем, мушмула японская. В прошлом году было вот такое же точно укрытие. Каркас, обтянутый в 2 слоя агроволокном 60-кой, вот так вот, и сверху. И все. И вот она вымерзла. Она не выдержала температуры минус 20 градусов. Но живых остались почки. Как бы вы думали, где? Естественно, возле земли. Потому что именно возле земли самое теплое место. Вот она опять отросла. И снова я ее буду укрывать. Это мой такой своеобразный эксперимент. Ну, нравится мне. Что же я могу сделать? Я снова оберну этот каркас агроволокном в 2 слоя 60-кой. Но снаружи пущу еще какой-то утепляющий материал. Я не пойду покупать пенопласт специально. Скорее всего, это будет что-то подсобное. Скорее всего, это будут обрезки каких-то многолетников. Возможно, листва. Возможно, вот какие-то такие материалы теплоизоляционные. А возможно, вот такой пенопласт, ну, например, от стиральной машины. Да? То есть, в принципе, можно использовать самые разнообразные материалы. Самое главное, помните, что растение выдерживает определенную температуру. И под любым укрытием все равно температура будет низкая. Вот выдержит оно под этим вашим укрытием или нет, это большой вопрос. Ну, повторюсь еще раз, тут только опыт может дать ответ. Для сооружения вот таких каркасов, как я сказал, можно использовать самые ненужные, самые бросовые материалы. Ну вот у меня старые рейки, скрученные саморезами. Кто-то использует металлопластиковые трубы, дуги из них делает. Кто-то бамбуковые палки, все что угодно можно использовать. Но помните 2 очень важных вещи. Конструкция должна быть основательной, крепкой и как следует вбита в землю. Для чего? Представьте, навалит на нее снега, задует ветер, это вот сейчас хорошая погода. А когда задует ветер, и не дай бог она сложится в самый неподходящий момент. И второе, обязательно делайте жесткую крышу. Из чего угодно, кусок шифера положите, кусок железа. В конце концов, как я, кусок старого линолеума. Понятно, что здесь надо будет еще поставить пару перемычек, чтобы это все тоже жестко крепилось. Кусок старого линолеума степлером пристрелял, все, она стоит. И обязательно под углом. Для чего? Снег сюда будет валить, чтобы он не падал туда, этот снег, не проваливался и не ломал ни в коем случае наше растение. Ну а вода, чтобы стекала, если будет идти дождь или тот же самый снег, будет таять. Поэтому делайте крышу обязательно вот так вот с уклоном. Вот это очень важно. Крепкость. И обязательно крыша. Еще один важный момент. Не спешите утеплять свои растения. Многие наши растения, большинство, которые нужно утеплять, тем не менее спокойно переносят небольшие заморозки до минус 5, минус 6 градусов. Начинайте утеплять, да, конечно, каркасы поставьте заранее. Да, материал утепляющий приготовьте заранее. Но утеплять уже непосредственно начинайте, когда температура стабильно уходит вниз. Как же так? Я утеплял инжир, а сейчас сижу в рубашке. Зачем я так рано утеплил? Да, тогда у нас по ночам температура опускалась до минус 6 градусов. А сейчас днем плюс 10, плюс 11, а то и выше. А ночью плюс 5, плюс 6. Я укрыл заранее. И теперь я сделал продухи. Обязательно в укрытии предусмотрите этот вариант, когда можно открыть для проветривания. Я в 3 местах открыл продухи. И холодный воздух там циркулирует, охлаждая мой инжир. Он там не перегревается. Это очень-очень важно. Поэтому не спешите и оставляйте место для циркуляции холодного воздуха. И зимой, если случится оттепель, у нас в регионе, например, часто случается, точно так же я хожу, приоткрываю свои укутанные растения. Ну, завели экзотику, придется поморочиться, придется повозиться. Ну вот, собственно, что я хотел вам сказать по поводу утепления растений на зиму. Надеюсь, я ответил на вопрос, Игорь, как по-простому укрыть хурму, или Игорь, как укрывать инжирный персик в Рязанской области. Изучите, нужно ли их вообще укрывать. Я, например, не знаю, в Рязанской области персик выживет или нет. А если выживет с укрытием, то как это укрытие сделать? Персик все-таки дерево, хоть и не очень большое, но тем не менее дерево. Поэтому, заводя то или иное экзотическое растение, не свойственное вашему климату, теплолюбивое, которое может не пережить вашу зиму, думайте о том, как вы его будете утеплять. Персик к земле, скорее всего, не пригнешь. Ну, а у меня на сегодня все. Смотрите видео, подписывайтесь на канал, заходите на страничку на Фейсбуке «Сад. Ежедневный уход». Когда вы слушаете советы блогеров, не спешите эти советы копировать и воплощать у себя на участке. Всегда, когда что-то делаете, думайте, что вы делаете, зачем вы это делаете и как это будет работать. Всего доброго.